Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Запах антисептика в операционной был настолько резким, что, казалось, он мог вытеснить сами мысли. Но доктор Анна Волкова его не замечала. В ее ушах стоял другой звук — прерывистое тяжелое дыхание Налы, которое она впервые услышала много лет назад, когда та была лишь испуганным комком черной шерсти. Нала не всегда была гордостью зоопарка. Ее история началась в густых, влажных лесах Центральной Африки, где солнечный свет с трудом пробивается сквозь кроны гигантских деревьев. Там, среди криков птиц и шепота листвы, маленькая Нала узнала, что такое страх. Браконьерский выстрел оборвал жизнь ее матери, и если бы не патруль природоохранной службы, джунгли поглотили бы и сироту. Ее нашли прижавшейся к остывающему телу матери. Малышка не кричала, она просто смотрела огромными, полными осознания глазами на людей в камуфляже. Тогда Анна, молодая стажерка международной миссии, впервые взяла ее на руки. Это прикосновение связало их судьбы. Прошли годы, Нала выросла в статную, невероятно умную гориллу. В зоопарке ее обожали. Она не просто имитировала действия людей, она понимала эмоции. Если Анна приходила расстроенной, Нала тихо садилась у самого стекла вольера и протягивала ладонь, словно пытаясь утешить. Она была душой Прайда, пока в ее жизни не появился Кофи, крупный, поначалу нелюдимый самец, привезенный из европейского питомника. Их роман был коротким и по-звериному честным, и вскоре после 11-го дня рождения Налы сотрудники заметили перемены. Она снова отказалась от манго. Анна хмуро посмотрела на записи в планшете. И она почти не выходит из своего внутреннего помещения. Это депрессия, Анна. Или следствие избыточного антропоцентризма в твоем методе. Раздался холодный голос за ее спиной. Это был Алексей Романов, новый ведущий приматолог, приглашенный для оптимизации условий содержания. Алексей был приверженцем строгой дисциплины и минимального контакта. Он считал, что излишняя привязанность Налы к персоналу делает ее уязвимой. «Это не депрессия, Алексей», — отрезала Анна. «Это физиология. Результаты тестов и УЗИ ошеломили всех. Нала была беременна. В зоопарке наступил праздник, который, впрочем, быстро сменился тревогой. Нала таяла на глазах. Она выглядела изможденной, ее шерсть потеряла блеск, а в глазах вместо привычного любопытства поселилась глухая боль. «Мы должны ее изолировать», — настаивал Алексей на очередном совещании. «Группа ее беспокоит, Кофи слишком активен. Ей нужен абсолютный покой, как в природе, где самка уходит в чащу». «В природе она не одна, она под защитой группы», — возражала Анна. «Если мы запрем ее в 4 стенах, ее психика не выдержит. Она социальное существо, Алексей. Ей нужно видеть нас, чувствовать, что все под контролем». Спор зашел в тупик. Напряжение между врачами достигла предела. Анна видела в Алексе черствого сухаря, для которого животное — лишь набор биометрических данных. Алексей же видел в Анне сентиментальную женщину, чьи эмоции мешают научному подходу. А Нала тем временем продолжала угасать. Кризис наступил внезапно, за 3 недели до предполагаемого срока. Ночной дежурный поднял тревогу в 2 часа утра. Когда Анна вбежала в блок, Нала лежала на боку, судорожно вцепившись пальцами в солому. Ее живот ходил ходуном,
а из пасти вырывался тихий надрывный стон. Алексей уже был там. Он быстро просматривал показатели на мониторах. «Схватки идут 4 часа. Прогресса нет», — коротко бросил он, даже не обернувшись. В его голосе не было привычного высокомерия, только сухая сосредоточенность. «Почему так рано?» Анна подошла к Нале и положила руку на ее плечо. Горилла вздрогнула, но не отстранилась. Она посмотрела на подругу, и в этом взгляде была мольба. Осложнение. Алексей повернул к ней экран УЗИ-аппарата. «Смотри сюда. Предлежание плаценты. Она полностью перекрывает выход. Естественные роды невозможны. Если мы не начнем сейчас, начнется внутреннее кровотечение. Мы потеряем ее. И плод тоже». Анна почувствовала, как внутри все похолодело. Кесарево сечение у горилл — это риск, на который идут в самых крайних случаях. Огромная мышечная масса, специфика анестезии, риск инфекции и, самое главное, непредсказуемая реакция матери после пробуждения. «Готовь операционную», — сказала Анна, вытирая холодный пот со лба. «Я буду оперировать. Ты на ассистировании и мониторинге. Я помогу», — просто ответил Алексей. В этот момент все их споры о методиках испарились. Остались только 2 врача и одна жизнь, висящая на волоске. Операционная была залита белым светом, тишина прерывалась только мерным писком кардиомонитора и лязгом инструментов. Нала лежала на столе, такая огромная и в то же время беззащитная, под синей хирургической простыней. Анна сделала первый надрез. Ее руки не дрожали, годы практики и глубокая любовь к этой горилле превратили ее в идеально отлаженный механизм. «Давление падает!» — крикнул Алексей. «Добавь физраствор! Быстрее!» «Я уже почти у матки», — прошептала Анна. Когда она аккуратно вскрыла матку, ее ждал первый шок. Вместо одного крупного плода она увидела маленькую, но очень активную ладошку. «Алексей, здесь? Подожди». Она осторожно извлекла первого детеныша. Это была крошечная самочка. Она не задышала сразу, и Алексею пришлось несколько секунд проводить стимуляцию, прежде чем раздался тонкий, похожий на птичий писк крик. «Жива!» — выдохнул он. Но Анна не спешила зашивать. Ее пальцы нащупали что-то еще. «Не может быть!» — прошептала она. «Алексей, здесь второй». В операционной повисла такая тишина, что было слышно, как работает вентиляция. У горилл почти никогда не бывает близнецов. В условиях дикой природы это почти всегда смертный приговор для одного из них или для матери. Это была статистическая аномалия, чудо, случившееся в этих стенах. Через минуту на свет появился второй малыш, чуть крупнее сестры. Вся команда ветеринаров, затаив дыхание, наблюдала, как 2 крошечных существ барахтаются в руках ассистентов. Близнецы. Алексей медленно поднял глаза на Анну. В его взгляде больше не было холода. Было только чистое, детское изумление. «Ты понимаешь, что мы только что сделали?» Следующие 48 часов были решающими. Малышей, которых назвали Амина и Зури, временно поместили в кувезы, так как Нале нужно было отойти от наркоза. Главный страх врачей заключался в том, что Нала откажется от детей. После кесарева сечения гормональный фон может нарушиться, и самка часто не узнает свое потомство. Алексей настаивал на искусственном вскармливании, опасаясь за здоровье близнецов. Анна же требовала немедленного контакта. «Если мы не дадим ей их сейчас, она никогда их не примет», — убеждала она. «Ей нужно почувствовать их запах». На этот раз Алексей не спорил. Он просто кивнул. Когда Нала окончательно пришла в себя,
Ее перевели в защищенный вольер. Она выглядела растерянной, постоянно трогала свой зашитый живот. Анна подошла к решетке с первым свертком. «Смотри, Нала, смотри, кто это!» Горилла замерла. Она принюхалась, ее ноздри затрепетали. Затем она медленно, с невероятной осторожностью, которую трудно ожидать от такого мощного зверя, протянула руки. Когда она прижала Амину к груди, в ее глазах что-то изменилось. Это был древний, мощный инстинкт, который сильнее любой боли. А через час ей принесли Зури. Нала выглядела озадаченной. Она посмотрела на одного малыша, потом на второго, словно не веря своим глазам. Но уже через мгновение оба близнеца были надежно спрятаны в ее объятиях. Она начала тихонько урчать. Этот звук у горилл означает высшую степень умиротворения. Прошло 2 года. Если вы придете в зоопарк сегодня, вы увидите невероятную картину. Большая мудрая Нала сидит на искусственной скале, а вокруг нее, словно 2 маленьких торнадо, носятся Амина и Зури. Они абсолютно разные по характеру. Амина — тихая и наблюдательная, как мать, а Зури — настоящий сорвиголова, вечно задирающий отца кофе. Доктор Анна Волкова и доктор Алексей Романов часто стоят у вольера вместе. Они больше не спорят. Алексей признал, что эмоциональная связь иногда важнее протоколов, а Анна научилась ценить его холодную точность, которая спасла Налу в ту ночь. Эта история не просто случай из ветеринарной практики. Это напоминание о том, что жизнь всегда ищет путь. В мире, где дикие леса исчезают, а редкие виды находятся на грани вымирания, рождение 2 маленьких горилл стало символом надежды. Чудеса случаются там, где в них верят и за них борются до последнего вздоха.